Всем привет, друзья! Меня зовут Петр, я представляю компанию Добрый Огонь, и сегодня мы находимся на очередном обзоре, на этот раз на объекте. Вот последние минуты подходят к тому, как будет смонтирован дымоход, и мы сможем попробовать печь-камин в работе. Это у нас ТМФ Статика Секста. Рассмотрим ее внешнее и внутреннее устройство, посмотрим, как работают регулировки. Ну, начнем мы, как всегда, с общих характеристик печи. Высота 90 сантиметров, ширина 50 сантиметров, глубина 47 сантиметров, диаметр дымохода 120 миллиметров. Мощность печи камина 5,6 киловатт, что позволяет ей отапливать площадь до 56 метров квадратных. Как вы могли услышать из вышесказанных характеристик, да и сейчас увидеть воочию, печь-камин имеет очень компактные размеры. И именно это положительное качество позволило ему очутиться на этой даче, маленькой даче, имеющей также очень маленькие размеры. Собственно, одной из целей разработки данной модели стояла возможность сделать такой камин, который станет в очень маленьких пространствах и не будет занимать их большую часть. В результате кропотливой, тяжелой, изнурительной работы инженеров появилась целая линейка печей каминов ТМФ Статика. Одну из них мы можем лицезреть сейчас. Это вертикальный печь-камин. И удивительно то, что несмотря на то, что у вертикальных печей каминов достаточно маленький размер дров, здесь влазят дрова, как заявлено производителем, полметра. То есть, если мы замеряем высоту дров, которые мы сюда можем поставить, здесь они ставятся столбиком, да, у нас действительно камера сгорания в высоту полметра. То есть, мы достаточно длинные поленья можем использовать в эксплуатации. Дверцы у нас выполнены из чугуна. Кроме того, помня о том, что модель первостепенно разрабатывается для дачи, у нас также имеется варочная поверхность. И стоит сказать, что это одна из самых больших варочных поверхностей, которых мне доводилось видеть на подобного рода печах каминов. Ее диаметр составляет 34 сантиметра. Состоит она из 4 колец. Все кольца выполнены из чугуна. Также мы видим трехстороннее остекление. То есть спереди основное большое стекло, которое имеет размер 31 на 11,5 сантиметров. И с каждой стороны по бокам еще по 3 небольших стеклышка. То есть декоративную функцию камина это устройство тоже выполняет. Кроме того, здесь еще имеется конвектор. То есть сам по себе кожух модели, здесь двойные стенки, двойной корпус. Он имеет функцию конвектора. Снизу мы его уже не увидим, не покажем, но там имеется отверстие, которое обеспечивает приток воздуха холодного. Да? То есть мы знаем, что холодный воздух, он у нас снизу. Он заходит в приток, в нижний. Дальше он проходит в пространстве между раскаленной внутренней стенкой и наружным кожухом. Естественно, он там нагревается, поднимается и выходит через боковые отверстия, расположенные сверху на стенках. Сразу что можно отметить? В принципе, здесь постарались максимально собрать в кучу все необходимые опции для того, чтобы печь-камин дачного варианта был и практичный, и красивый. То есть, смотря на стекло, мы понимаем, что про эстетику никто не забыл, и, собственно, про общий внешний вид. Смотря на конвектор, мы понятно, что помнили и знали, что дача – это часто сооружение, которое не отапливается, и когда мы туда приезжаем, нам нужно быстро получить комфортную температуру, мы не хотим полдня ходить в куфайке. И наличие комфорки говорит о том, что не забыли, что когда мы приходим на дачу, еще неплохо бы что-то разогреть, погреть, то есть чтобы использовать ресурс печи по максимуму, то тепло, которое она дает. И это, конечно, приятно. При всем этом сохранился компактный размер, который станет в совсем небольшой комнате и не будет стеснять общее пространство. Это что касается внешнего. Ну что ж, коль с внешним мы закончили, мы можем переходить к самому главному. А самое главное, как мы все знаем, внутри. И начнем мы снизу. Вот такая чугунная массивная дверца. Здесь, кстати, да, вот регулировка у нас. Работает она по принципу хода влево-вправо. Здесь мы регулируем приток воздуха. Это основная регулировка в нашем случае будет. Осуществляется она за счет хода стальной пластины. Открыв дверцу, мы попадаем напрямую к зольному ящику. Если мы его вытягиваем, мы видим, что это достаточно больших размеров, большого объема стальной ящик. Глубина его
30 сантиметров, высота 10,5. Как и говорил производитель, заявлял, что сделан он для того, чтобы можно было долго его не чистить. Здесь у нас чуть выше располагается перфорированная пластина для притока воздуха уже непосредственно в камеру сгорания. Ну, здесь пусть она и остается, в принципе, на этом все. Больше здесь смотреть нечего. Кстати, эмблемка завода, прикольно. Двигаемся непосредственно к камере сгорания. Керамический шнур у нас проложен по контуру всей дверцы, также под стеклом. И здесь тоже у нас по всему контуру дверки проложен керамический шнур, что обеспечивает нам плотное герметичное закрытие. Что мы видим внутри? Возможно, не самую широкую, не самую глубокую камеру сгорания, но очень высокую, и это хорошо. Также снизу мы видим колосник, который у нас выполнен из стали и имеет углубление канавки. Для чего они, собственно, нужны? Для того, чтобы у вас в этих канавках оставалась зола после сгорания древесины, и она, в свою очередь, будет защищать колосник от прогорания. Сверху у нас имеется пламя-оттекающий зуб, как положено все, чтобы пламя делало дугу. Более сложный был отток дымовых газов, в свою очередь, чтобы тепло максимально задерживалось у вас внутри, в камере сгорания, и вы топили ваше помещение, вашу дачу, а не улицу. Собственно, напрашивается вопрос, стекло у нас есть, за счет чего оно остается чистым? Остается чистым оно за счет наличия вот этого паза. В этот паз подается воздух, который в свою очередь идет на стекло, создает воздушную шторку, которая препятствует оседанию на стекле сажи и копоти. Откуда здесь берется воздух? Это уже другой вопрос. Чтобы понять это, тут нужно заглянуть за боковую стенку немножко. И здесь мы с вами можем увидеть два канала, ну по сути два металлических короба. По ним идет воздух. Откуда он там появляется? Появляется он вот через эти два паза, которые служат для закрытия дверц, для работы рычажного механизма. То есть там стоит ролик, он с одной стороны дает возможность дверку плотно закрывать, с другой у нас всегда остается, сейчас посмотрите, даже если мы закрыли, пространство, через которое воздух будет попадать. Потом он будет проходить по нашему коробу, по нашей металлической магистрали, вверх подниматься и выходить через этот паз, обдувая стекло. Собственно, это что касается очистки стекла. На этом обзор конструкции, наверное, подходит к концу, и мы можем уже посмотреть, как она работает на деле. Но сперва пару слов о дымоходе, еще посмотрим дымоход. Подключение здесь заднее, и только заднее, сверху здесь подключение не предусмотрено. Поэтому, если вы захотите вывести дымоход не в стену, а, соответственно, как здесь, в крышу, то, пожалуйста, ставим тройник. Вот как это сделано здесь. Поставлен тройник, потом у нас разгонный метр, шибер, и начинается сэндвич-труба. Все это у нас в черном цвете, красиво, эстетично. Что касается материала, из которого изготовлено сие чудо, это нержавейка, кислотостойкая марки IC304, толщина 1 мм. Если мы берем сэндвич-трубу, то внутри у нас толщина 1 мм, та же IC304, снаружи у нас IC430, толщина 0,5 мм. Особенным плюсом здесь еще будет являться то, что не здесь, в смысле в камине, а в общем, в целом, то, что, видимо, это здесь единственный источник отопления, который предусмотрен будет, поэтому сейчас здесь холоднее, чем на улице. Поэтому мы не только сможем проверить его в работе, но и проверить то, насколько он эффективен. То есть мы сейчас снимем температуру в комнате до того, как мы его растопили, и спустя, например, 30 минут, час после того, как он здесь поработает. Я думаю, это тоже будет достаточно интересно нам всем. Для замера температур мы будем использовать вот такой вот пирометр. Диапазон температур у него от минус 50 до плюс 900 градусов. Установили, сейчас будем замерять, какая здесь температура. Возьмем, наверное, вот эту стену ближайшую, и потом возьмем противоположный угол. Здесь у нас 6 градусов, ну почти 7, 6,8, да. В противоположном углу комнаты у нас, ну, ровно 6 градусов. Ну, а здесь у нас 7 градусов, это на гипсокартоне, который непосредственно вблизи камина. Судя по замерам на стенах, средняя температура в помещении это 6 градусов по Цельсию, выше нуля. Важные детали перед тем, как мы начнем, это то, что домик здесь не утеплен от слова совсем. Кроме того, стекло, здесь большое остекление в этой комнате относительно. То есть не маленькое стеклышко. И это не стеклопакет, это обычная вот эта вот старенькая деревянная рама с одним стеклом. Поэтому теплопотери здесь колоссальные. В данном случае мы решили максимально приблизиться к условиям реального дачного быта, поэтому
В качестве дров, вот то, что буквально нашли, это береза, это доски какие-то. Да, ну и для розжига тут тоже, что было, чем богаты. Несколько кусков картона и горелка. Кстати, важный момент. Ребята клеят информационные наклейки, не забывайте их снимать. Потому что если вы начнете растапливать с наклейкой на корпусе, может начаться неприятный запах. Шибер открыт у нас, сейчас он открыт на 100%. Нижнюю заслонку мы тоже открываем на максимум. И прозреваем. Итак, друзья, прошло порядка 35 минут. С момента растопки дрова уже почти прогорели, первая закладка. Стоит сказать, что в комнате уже стало тепло, приятно находиться. Температуру мы замерим чуть позже, а сейчас в первую очередь мы проверим регулировки, собственно, насколько хорошо они работают. Сейчас у нас печь горит в своем нормальном режиме, то есть все регулировки нижний поддув открыть на максимум и на максимум открыть шибер. Сейчас мы пробуем это все прикрыть и посмотреть, насколько быстро печь перейдет в режим длительного горения. Закрываем снизу полностью и почти полностью прикрываем шибер. И мы видим, что очень быстро начало падать интенсивность горения. То есть пламя уже почти нет. То есть, по сути, печь буквально за несколько секунд перешла в режим длительного горения. Видно только вот в верхней части камеры сгорания у нас имеется пламя, то есть догорают там дымовые газы. А в целом вся закладка, весь остаток дров, который там был, он просто не горит. Имеет у нас обугленный цвет, и все на этом. Теперь вернем ее в нормальный ее режим. Откроем шибер. И вот здесь даже можно вот так немножко приоткрыть, если дрова особенно сыроватые, как в нашем случае. То есть пустить больший приток воздуха, чтобы повысить интенсивность горения. И мы видим, что очень быстро, по углям хорошо очень видно, что интенсивность горения сильно начинает подниматься. Это бы более хорошо отражалось на пламени, если бы там, скажем, была хорошая закладка дров сейчас, мы бы это видели более ярко, более красиво, то есть пламя бы у нас просто вспыхнуло. Но поскольку у нас там уже не так много, остатки, скажем так, то, что не догорело. Но в целом видно, что работает, то есть камин на регулировке откликается. Вот так, оставляем здесь у нас открытый поддув, дверку поддувальную саму закрываем и видим, что опять же всего 5 в районе 10 секунд и печь снова перешла в нормальный режим горения. Теперь посмотрим, какие у нас температуры. Варочная поверхность, немаловажно узнать, какая температура на ней. 335 градусов, 340. На боковой стенке модели у нас 108-109 градусов, но я напомню, что это у нас наружный кожух, основная температура внутри. То есть, если там, где проходит воздух, у нас температура 400 градусов. Вот, то есть, вот в таком узком пространстве с высокой температурой проходит воздух, прежде чем выйти через конвектор. И если мы подставляем руку, мы чувствуем, что да, горячий воздух действительно выходит. То есть, конвектор работает в данном случае. На первом метре снимем у нас 200 градусов. Ну и на шибере, если мы поднимемся, уже 180. На сэндвич трубе 76 градусов. На стене, которая сразу за камином, 60 градусов. И перед камином на плитке у нас 46-45 градусов. Собственно, это то, что касается температур на камине и вблизи него. Сейчас проверим, насколько же у нас поднялась температура в самом помещении. Значит, напомню, прошло порядка 35-40 минут с того момента, как мы растопили печь-камин. Средняя температура на старте в комнате была 6 градусов по Цельсию. Сейчас мы замерим, опять же, сблизи, на стене, которая ближе к печи-камину.
у нас 31 градус. И в противоположном углу 25 градусов. Но тут, кстати, момент стоит сказать, что такая температура, она уже была раньше. То есть вообще комфортно в помещении стало находиться спустя минут 15 с момента растопки. То есть она очень быстро прогрела помещение. Конечно, с одной стороны, дает о себе знать тот фактор, что печь здесь с большим запасом, если мы говорим конкретно об этой комнате. Вот. С другой стороны, все-таки дает о себе знать конвектор, который расположен в печи-камине. Он очень быстро прогревает помещение за счет постоянной конвекции, обмена воздуха и его прогрева. Что ж, друзья, подводя итог, можно сказать, что основным преимуществом данной модели будет то, что при столь компактных размерах она в себе сочетает и печь-камин, и отопительную печь, и варочную плиту, да, плиту, на которой мы можем что-то разогреть. То есть при минимальных размерах мы получаем максимальный функционал, который и смотрится красиво, и пользоваться которым приятно. Если у вас остались какие-то вопросы по данной модели, вы можете задавать их в комментарии. Если вы хотите приобрести эту модель, вы можете обращаться в наши салоны Минска, Гомеля. Вся информация будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч!